Вот это разделение на интегрантов и нон-интегрантов, оно теоретически мне представляется достаточно удобным и важным, и вот в каком отношении. В каждом обществе, в каждом мегаполисе есть большие группы людей, которые интегрированы в это общество, и это не обязательно только коренные жители. Та же Москва – это город, население которого в значительной своей части это люди приезжие, люди, которые стали москвичами в первом, самое большее во втором поколении. И я в данном случае мог бы вспомнить такого кавказского человека, как Булат Акуджава, памятник которому находится на типично московской улице на Арбате. И есть те люди, которых мы называем нон-интегрантами, то есть это люди, которые не интегрировались в российскую, в московскую культуру, в те нормы поведения, которым следуют москвичи. И это самые разные люди. Сейчас это выходцы из разных стран СНГ, в первую очередь из Центральной Азии, они очень заметны. Но здесь я бы упомянул и украинцев, и белорусов, и других граждан других государств СНГ, а также это люди из других регионов России, из Башкортостана, Татарстана, да, в конце концов, из Рязанской, Тульской и других областей, а также из Северного Кавказа. И эти люди, они приезжают в Москву и ведут себя так, как они вели бы себя где-нибудь, скажем, в Рязани, или в Оше, или в Грозном, или еще где-то. И здесь возникает, такая своего рода проблема или столкновение культурных норм, культурных стереотипов, норм поведения. И недавно Владимир Владимирович Путин, когда обсуждал на Северном Кавказе проблемы Северного Кавказа, он сказал специально о том, что люди, приезжающие в другие регионы, должны принимать во внимание те культурные, цивилизационные, поведенческие нормы, которые существуют в этих районах, и их уважать. То есть речь идет о том, что люди, приехавшие в Москву, должны адаптироваться к тем условиям, которые в Москве сложились на протяжении, скажем, более чем 800 лет, но есть и другая сторона вопроса, другая сторона проблемы. Те люди, которые, предположим, попали на российский Северный Кавказ, они должны также с сугубым уважением, респектом относиться к тем обычаям, культурным нормам, поведенческим стереотипам, которые имеют место в этом регионе. Вне всякого сомнения, специальная политика для работы с кандидатами в нон-интегранты крайне нужна и необходима. Между прочим, в Москве составлен кодекс поведения, кажется, он так называется, для жителей Москвы. Под жителями Москвы понимаются все, кто находится в Москве на таких равных основаниях. И там рассказывается о культурных нормах, стереотипах, правилах поведения, которым следуют москвичи и которым должны следовать приезжие. И если взять, например,
из ближнего и даже дальнего зарубежья иммигрантов, которые легально и нелегально прибывают в Россию, то есть элементарные просто вещи. Они должны знать русский язык, желательно, чтобы они его изучали там, у себя на родине. Они должны знать те законы, которым следуют в Москве и так далее. То есть такая работа нужна. Я сравниваю подобного рода ситуацию с тем, как в некоторых странах есть левостороннее движение, например, в Великобритании, в Японии, но когда люди из этих стран прибывают в страны с правосторонним движением, они безусловно, безоговорочно должны следовать тем правилам дорожного движения, которые есть в этой стране, в которую они прибыли. То есть они в любом случае должны двигаться по правой стороне дороги. И никакие ссылки на то, что вот это лучше двигаться по левой стороне или такие у них культурные традиции, не должны приниматься. И их обязанностью является научиться двигаться по правой стороне.